что если машина за один проход убирает урожай с площади футбольного поля за несколько минут, а ее двигатель мощнее, чем у 40 легковых автомобилей вместе взятых, комбайн размером с трехэтажный дом, трактор весом в 100 тонн, опрыскиватель, накрывающий за день площадь в 1000 гектаров, это не фантастика и не военная техника. Это современное сельское хозяйство, о котором большинство людей не знает ровным счетом ничего. Забудьте про красные тракторы из рекламы. То, что работает на полях прямо сейчас, выглядит так, будто сошло со съемочной площадки фантастического фильма. Начнем с машины, которая буквально переписала правила уборки урожая. Комбайн серии класс Lexion 900 модели весит 36 тонн и оснащен двигателем мощностью 790 лошадиных сил. За 1 час он убирает до 60 тонн пшеницы. Это примерно 12 железнодорожных вагонов за рабочий день. Жатка шириной 13,5 метров захватывает полосу, по которой рядом могли бы ехать 4 легковых автомобиля. Внутри кабины 3 экрана, система автопилота с точностью до 2 сантиметров и климат-контроль, потому что оператор проводит в этой машине по 12 часов без остановки. Следующая позиция. Трактор John Deere серии 9 с приставкой RX. Это гусеничный монстр мощностью 720 лошадиных сил, который тянет за собой плуг шириной 18 метров. За один проход он вспахивает полосу земли, на которой поместился бы жилой дом. Полная масса трактора вместе с навесным оборудованием превышает 50 тонн. При этом давление на почву у него ниже, чем у человека, идущего пешком. Широкие гусеницы распределяют вес так, чтобы не уплотнять землю. Один такой трактор за сезон обрабатывает площадь, с которой раньше кормилась целая деревня. Но настоящий переворот в точном земледелии совершил самоходный опрыскиватель Hagie STS дюжины. Высота клиренса 1,5 метра, то есть машина проезжает прямо над кукурузой ростом в человеческий рост, не касаясь ни одного стебля. Ширина штанги 36 метров. Бак вмещает 7600 литров рабочего раствора. За один выезд опрыскиватель обрабатывает до 800 гектаров, но это площадь 1100 футбольных полей. Каждая форсунка управляется отдельно через систему точного земледелия, и машина автоматически отключает секции там, где уже был нанесен препарат. Перерасход химикатов на таких полях не превышает 1%. Отдельного внимания заслуживает немецкая машина для уборки свеклы Robot Tiger 5 версии. Большинство людей даже не задумываются о том, как убирают сахарную свеклу. Корнеплод весом до килограмма, сидящий в земле на глубине 30 сантиметров. Robot Tiger вырывает, очищает и загружает свеклу в темпе до 100 тонн в час. Одновременно машина срезает ботву, измельчает ее и разбрасывает обратно по полю как удобрение. 6 рядов обрабатываются за один проход. Бункер вмещает 20 тонн, и каждые 12 минут машина выгружает его в грузовик на ходу, не останавливаясь ни на секунду. Стоимость такого агрегата превышает 1 миллион евро. Американская компания Case выпустила машину серии Titan, которая занимается посевом в промышленных масштабах. Посевной комплекс Horsch Maestro шириной 24 метра высевает кукурузу с точностью до 1 сантиметра между зернами. Система контроля давления на каждый сошник регулируется в реальном времени в зависимости от плотности почвы. Датчики считывают сопротивление грунта 100 раз в секунду. За день такой комплекс засевает до 300 гектаров. При этом каждое зерно попадает в землю на строго заданную глубину, с отклонением не более 3 мм. Это критически важно для равномерных всходов. Все эти машины объединяет одно. Они работают со спутниковой навигацией класса РТК, которая точнее обычного навигатора, в телефоне в 500 раз. Оператор задает маршрут один раз, и дальше машина ведет себя сама. Выдерживает курс, поднимает и опускает оборудование на поворотах. Фиксирует каждый квадратный метр обработанной площади. Некоторые модели уже работают полностью без водителя. Оператор наблюдает за процессом с планшета, сидя в офисе за несколько километров от поля. Самый дорогой серийный комбайн в мире стоит столько же, сколько элитная квартира в центре Москвы. Класс Lexion 900 с полным набором опций выходит на сумму около 900 тысяч евро. Но это еще не предел. Комплект жаток к нему добавляет еще 200 тысяч сверху. Итого за один уборочный агрегат фермер выкладывает больше 100 миллионов рублей по текущему курсу. При этом машина работает в году от силы 30-40 дней в период уборки. Остальные 320 дней она стоит в ангаре. Трактор Fendt 9000 Vario. Флагман немецкого машиностроения, стоит от 350 тысяч евро в базовой комплектации. За эти деньги покупатель получает двигатель мощностью 740 лошадиных сил, бесступенчатую трансмиссию и кабину с системой шумоподавления, в которой тише, чем в большинстве офисов. Уровень шума внутри не превышает 69 дБ при работе на полной мощности. Полный электронный пакет с системой точного земледелия, картами урожайности и автопилотом добавляет к цене еще 40 тысяч евро. Дилеры в Германии называют этот трактор летающим бизнес-классом для поля. И это не рекламный слоган, а точное описание того, что чувствует оператор внутри.
Посевной комплекс Horsch Maestro 24 SW с пневматической подачей семян и системой индивидуального контроля каждого высевающего аппарата стоит около 450 тысяч евро. Отдельно к нему идет бункер-накопитель на 12 тысяч литров семян и удобрений, еще 80 тысяч. Полный комплекс для точного посева кукурузы на промышленных площадях обходится примерно в 500 000 евро. Для сравнения, средняя молочная ферма на 100 голов в России стоит примерно столько же. Самоходный опрыскиватель Amazon Pantera 9000 с баком на 5000 литров и штангой 36 метров выходит на 320 тысяч евро. Но американский конкурент Hagie STS-12 от John Deere стоит дороже от 380 тысяч долларов. При этом каждая из 36 секций штанги оснащена отдельным клапаном с импульсной подачей, что само по себе является сложнейшим гидравлическим узлом. Замена одной форсунки стоит около 200 евро, и на штанге их 128 штук. Отдельная история — свекловичный комбайн Ropa Panther 2. Шестирядная машина с бункером на 25 тонн стоит 1 200 000 евро. Для покупки такой техники немецкие фермеры создают кооперативы по 5-7 хозяйств. Скидываются и берут машину в совместное пользование. Каждый кооператив нанимает отдельного механика с зарплатой выше, чем у среднего инженера-конструктора, потому что обслуживание такой машины требует квалификации на уровне авиационного техника. Техническое обслуживание флагманских моделей само по себе стоит как подержанный автомобиль. Плановое ТО комбайна класс Lexion 900 после каждых 250 моточасов обходится в 8-10 тысяч евро. Замена режущего аппарата жатки — еще 25 тысяч. Полный капитальный ремонт молотильного барабана после 5-6 сезонов работы стоит около 60 тысяч евро. Крупные агрохолдинги держат в штате собственных сервисных инженеров с годовой зарплатой от 8 миллионов рублей дешевле, чем вызывать дилерскую бригаду каждый раз. Страхование одной единицы техники стоимостью выше 1 000 000 евро обходится в 20-30 тысяч евро в год. Крупные хозяйства в Германии, Франции и Канаде страхуют парк из 10-15 машин, и только страховые взносы составляют статью расходов, сопоставимую с фондом оплаты труда всех механизаторов. При этом простой такой машины в разгар уборки из-за поломки обходится дороже, чем сама страховка. За один день простое крупное хозяйство теряет от 2 до 5 миллионов рублей недособранного урожая. В 2019 году на полях американского штата Айова впервые в истории полностью автономный трактор убрал кукурузу на площади 500 гектаров без единого прикосновения человека к рулю. Оператор сидел дома и наблюдал за процессом через планшет. Машина сама объезжала препятствия, сама разворачивалась на краях поля, сама регулировала глубину обработки в зависимости от рельефа. Это был трактор Case IH серии Magnum с комплектом автономного управления от компании CNH Industrial. С того момента технология вышла в серийное производство. Швейцарский стартап EcoRobotics создал машину, которая убивает сорняки точечными инъекциями гербицида прямо в стебель. Робот ползет по полю со скоростью пешехода, распознает каждое растение камерой с разрешением достаточным для развлечения отдельных листьев и наносит дозу препарата объемом в 1 каплю. Расход химикатов по сравнению с традиционным опрыскиванием снижается на 90%. Машина работает от солнечных панелей и может находиться в поле без подзарядки 24 часа. Один робот обрабатывает до 10 гектаров в сутки, а хозяйство из 10 таких машин полностью закрывает потребность в химической защите для среднего европейского фермера. Австралийская компания Swarm Farm Robotics пошла еще дальше. Вместо одной большой машины — рой из 20 маленьких роботов весом по 300 килограммов каждый. Они движутся по полю одновременно, координируя маршруты через общую сеть. И никогда не пересекают уже обработанные участки. Давление на почву каждого робота в 8 раз меньше, чем у стандартного трактора. За сезон 2022 года один австралийский фермер из Квинсленда обработал своим роем 1200 гектаров пшеницы без единого выезда на поле лично. Немецкий концерн GCO представил в 2023 году комбайн Fendt Ideal 10 с системой машинного зрения, которая анализирует качество зерна прямо в процессе обмолота. Камеры внутри молотильной камеры делают 1000 снимков в секунду и автоматически регулируют зазоры между барабаном и декой в зависимости от влажности и засоренности массы. Потери зерна при уборке снизились до 1%. Это рекордный показатель для серийной техники. Раньше считалось, что 3-4% потерь — это физически неустранимый минимум. Голландская компания Eggseed выпустила робота Eggbot, который пашет, сеет и опрыскивает поля без оператора. Машина весит 4 тонны, оснащена 4 электродвигателями и дизельным генератором.
Навигация работает через комбинацию спутника, лидара и стереокамер. Система видит поле объемно и строит трехмерную карту препятствий в реальном времени. Если на пути оказывается человек или животное, робот останавливается за 3 секунды с любой скорости. В 2023 году Экбот прошел сертификацию в Нидерландах и Германии для коммерческой работы без присутствия оператора в поле. Самое неожиданное применение роботизированной техники – уборка клубники. Испанская компания Agrobot выпустила машину с 24 манипуляторами, каждый из которых оснащен камерой и захватом. Робот движется над грядками, определяет степень зрелости ягоды по цвету и размеру, срезает черешок и укладывает плод в лоток без повреждений. Скорость — 1 ягода каждые 8 секунд на каждый манипулятор. Итого машина собирает около 10 тысяч ягод в час. Ручной сборщик за то же время срывает максимум 800 штук. Израильская система точного земледелия Prospera устанавливается на любой трактор и превращает его в аналитическую лабораторию. Камеры сканируют посевы в реальном времени, нейросеть распознает болезни растений за 7-10 дней до появления видимых симптомов и немедленно отправляет агроному точные координаты пораженных участков. Система обнаруживает 27 видов болезней и дефицитов питания с точностью 92%. Фермеры в Калифорнии, использующие Prospera на томатных полях, сократили расход фунгицидов на 40% за первый же сезон. Самый большой зерноуборочный комбайн в мире — это не европейская машина и не американская. Это российский КЗС-1624 Полесье белорусского производства в версии с расширенной жаткой. Нет, стоп. Рекорд все же держит американец. Комбайн New Holland CR 1090 с жаткой Draper шириной 13,7 метров убирает до 100 тонн пшеницы в час. Это официальный рекорд книги Гиннесса, установленный в 2014 году в Великобритании на полях графства Линкольншир. За 8 часов работы машина собрала урожай с площади в 247 гектаров. Предыдущий рекорд был побит на 16%. Но по физическим размерам New Holland уступает другой машине. Комбайн класс Lexion 900 с жаткой Conveo Flex 1350 имеет высоту 4 метра 70 сантиметров. Это выше стандартного дорожного знака ограничения высоты на европейских трассах. Для перегона с поля на поле жатку снимают и везут отдельным грузовиком. Транспортировка одного комбайна между хозяйствами требует специального разрешения на негабаритный груз и сопровождение в ночное время. Картофелеуборочный комплекс Гримы Варитрон 260 Platinum. Отдельная категория гигантов. Машина убирает 4 ряда картофеля одновременно, пропускает через себя до 200 тонн земли и клубней в час, отделяет картофель от камней, камьев и ботвы и укладывает готовый продукт в бункер объемом 20 тонн. Система оптической сортировки с 3 камерами отбраковывает поврежденные клубни прямо в процессе уборки. Производительность до гектара в час при 4-рядной схеме посадки. Без такой машины уборка картофеля на площади в 1000 гектаров заняла бы у бригады из 50 человек весь сезон. Кормоуборочный комбайн Kron Big X 1280, самый мощный в своем классе. Двигатель выдает 1280 лошадиных сил, больше, чем у среднего карьерного самосвала. Машина измельчает кукурузу на силос со скоростью до 150 тонн в час. Барабан измельчителя вращается со скоростью 1000 оборотов в минуту и рубит стебли на кусочки длиной от 4 до 19 мм в зависимости от настройки. Система AutoScan определяет оптимальную длину резки в реальном времени по влажности массы. Бак топлива вмещает 1200 литров. Полной заправки хватает на 12 часов непрерывной работы. Хлопкоуборочный комбайн John Deere серии CP770. Машина, которую в России почти никто не видел вживую. 6 рядов хлопка убираются одновременно. Шпиндельный аппарат захватывает коробочки хлопка вращающимися игольчатыми шпинделями. Их в машине 2800 штук. Собранный хлопок-сырец прессуется прямо на борту в модульный тюк весом 8 тонн. За день машина формирует до 20 таких тюков. До появления этой техники в 50-х годах прошлого века уборка хлопка велась исключительно вручную, и на 1 гектар требовалось до 40 человека-дней труда. Рисоуборочный комбайн Yanmar YH Harvester серии AG для работы на затопленных чеках – отдельная инженерная задача. Обычная техника тонет на рисовых полях, где глубина воды достигает 20 сантиметров, а почва под ней – жидкая грязь. Янмар решил эту проблему гусеницами из армированной резины шириной 55 сантиметров и специальной системой плавучести корпуса. Машина работает в условиях, где человек проваливается по колено. Производительность до 3 гектаров в день на японских карликовых сортах риса с высотой стебля 60 сантиметров. Виноградоуборочный комбайн New Holland Broad 9000 серии L работает ночью. Это не случайность, а технологическое требование. Ягода, собранная при температуре выше 20 градусов, начинает бродить раньше, чем попадает на переработку. Машина надвигается на ряд виноградника, охватывает его с 2 сторон и встряхивает лозу ударными прутьями со скоростью 400 ударов в минуту.
минуту. Ягоды падают на транспортер и попадают в бункер. За ночь комбайн убирает до 8 гектаров виноградника. Столько, сколько бригада из 30 сборщиков осилила бы за 3 дня. В 2022 году на ферме в английском графстве Шропшир робот по имени Том посеял, вырастил и убрал урожай ячменя площадью 50 гектаров полностью самостоятельно. Ни один человек не вышел в поле за весь сезон. Том это не один робот, а система из нескольких машин под управлением единого программного комплекса, разработанного в Харперском университете. Урожайность на этом поле оказалась на 4% выше среднего показателя по региону. Роботы не делали пропусков, не уставали и не отвлекались. Французский робот Nio Technologies Oz весит 200 килограммов и занимается прополкой овощных грядок. Машина движется между рядами со скоростью пешехода, механическими фрезами подрезает сорняки на глубине 2 см и одновременно рыхлит почву. Точность позиционирования 3 см, чего достаточно для работы в рядах с морковью или луком без повреждения культурных растений. В 2023 году более 300 ферм в Европе использовали роботов Oz на постоянной основе. Один робот заменяет 3 ручных пропольщиков и работает без перерыва в 10 часов от одной зарядки. Американский робот FarmWise Titan убирает сорняки на полях капусты и салата с точностью до 1 см. 8 манипуляторов с режущими инструментами работают независимо друг от друга. Камеры делают снимки почвы каждые 20 миллисекунд. Нейросеть за это время успевает классифицировать каждое растение и отдать команду нужному манипулятору. Машина движется со скоростью 5 км в час и обрабатывает до 8 гектаров в день. Калифорнийские фермеры, перешедшие на FarmWise, сократили расход гербицидов на 85%. Датский робот RoboVid использует другой принцип – лазер вместо механики. Установленный на обычный трактор модуль сканирует почву впереди машины и выжигает точечными лазерными импульсами каждый росток сорняка диаметром до 2 см. Мощность лазера – 5 Вт, время воздействия – 20 миллисекунд. Этого достаточно, чтобы уничтожить точку роста растения без повреждения культуры рядом. Система работает в любое время суток и в дождь. Лазер не зависит от освещения. За час модуль обрабатывает до 3 гектаров посевов. Японская компания Kubota разработала робота для пересадки рассады риса. Операции, которая в Азии традиционно выполнялась вручную миллионами крестьян. Машина берет из кассеты отдельный росток, определяет его ориентацию в пространстве, разворачивает корнями вниз и высаживает в затопленное поле с точностью до 5 мм. Скорость 300 растений в минуту. Один робот за рабочий день высаживает столько рассады, сколько 10 опытных рисоводов осилят за неделю ручного труда. Британский стартап Small Robot Company создал троицу роботов с именами Том, Дик и Гарри. Каждый выполняет свою операцию. Том картографирует поле и составляет карту каждого растения с точностью до сантиметра. Дик вносит удобрения и пестициды точечно под каждое растение отдельно. Гарри механически уничтожает сорняки электрическим разрядом прямо в корневую систему. Система работает так. Сначала Том проходит поле и создает цифровую карту. Затем Дик и Гарри действуют строго по этой карте. Расход удобрений снижается на 95% по сравнению с традиционным разбросным внесением. Нидерландская компания Agres создала робота для уборки спаржи. Одно из самых трудоемких сельскохозяйственных операций. Спаржа растет под землей и появляется на поверхности только на несколько сантиметров, после чего ее нужно срезать немедленно, иначе она перерастает и теряет товарный вид. Робот сканирует гряды инфракрасными датчиками, обнаруживает побеги под поверхностью почвы еще до их появления и срезает их в момент выхода на нужную высоту. Точность определения момента среза – 2 часа. Голландские фермеры, потерявшие работников после пандемии 2020 года, первыми в мире перевели уборку спаржи на полную роботизацию. Трактор Fendt 942. Vario разгоняется до 60 км в час на транспортном ходу. Это скорость городского автобуса на шоссе. При этом машина весит 12 тонн и тянет прицеп еще на 20. Бесступенчатая трансмиссия Vario переключает передачи без разрыва потока мощности, и оператор не чувствует толчков ни при разгоне, ни при торможении. На полевых работах максимальная скорость ограничена 15 км в час электроникой, не потому что трактор не может быстрее, а потому что почва и навесное оборудование не выдержат большей нагрузки. Самоходная жатка Макдон FD 75 работает на скорости до 12 км в час при ширине захвата 14 метров. Это означает, что за 1 минуту машина скашивает полосу площадью 28 соток. Гибкий режущий брус повторяет рельеф почвы с амплитудой до 20 см. Жатка буквально облизывает каждый бугор и ямку поля, не оставляя нескошенных участков. Потери при такой скорости работы не превышают 1,5%. Показатель, который 20 лет назад считался недостижимым на подобных скоростях. Силовой рекорд
рекорд держит трактор Challenger MT 875 с двигателем мощностью 900 лошадиных сил. Тяговое усилие на крюке 60 тысяч ньютонов. Для понимания масштаба, это усилие, которое потребовалось бы, чтобы одновременно удержать на месте 6 груженных фур, трогающихся с места. Машина работает на гусеничном ходу и тянет дисковый лущильник шириной 24 метра. Агрегат, который за один проход обрабатывает полосу земли шире 8-полосной магистрали. Скоростной рекорд среди опрыскивателей принадлежит машине Amazon UX 11200 Super с функцией скоростного опрыскивания. На ровных полях оператор выставляет скорость движения 18 км в час при штанге 36 метров. Система автоматической компенсации колебаний штанги удерживает форсунки на высоте 50 см над посевами с отклонением не более 3 см даже при такой скорости. Электронный контроллер пересчитывает норму внесения препарата 100 раз в секунду и корректирует давление в каждой секции штанги отдельно. Посевной агрегат Horsch Avatar SD-12 сеет со скоростью 15 км в час, вдвое быстрее, чем стандартные сеялки десятилетней давности. При этом глубина заделки семян выдерживается с точностью 2 мм на любой скорости. Достигается это за счет индивидуальной пружинной подвески каждого сошника с электронным контролем давления. Датчик на каждом сошнике отправляет данные о глубине заделки семян в центральный компьютер 20 раз в секунду. Если какой-то сошник отклоняется от заданной глубины, система мгновенно корректирует давление именно на этот элемент. Кормоуборочный комбайн класс Jaguar 1100 работает на скорости до 12 км в час при ширине захвата 9 метров. За час он измельчает и выгружает в транспортное средство до 120 тонн кукурузной массы. Выгрузка происходит на ходу. Комбайн не останавливается ни на секунду, а трактор с прицепом едет рядом, подстраиваясь под его скорость. Система автоматического наведения выгрузного шнека удерживает поток массы точно в центре прицепа без участия оператора, даже если прицеп слегка отстает или обгоняет комбайн. Абсолютный силовой рекорд в полевых условиях поставил спаренный агрегат из двух тракторов John Deere 9R620, работающих в тандеме. Суммарная мощность 1240 лошадиных сил. Агрегат тянул глубокорыхлитель шириной 28 метров на глубину 45 сантиметров. Такое рыхление разрушает плужную подошву, уплотненный слой почвы, который накапливается после десятилетий работы обычной техники и блокирует проникновение воды и корней вглубь. За день тандем обработал 360 гектаров. Площадь, которую стандартный глубокорыхлитель с одним трактором обрабатывал бы 3 недели. Крупнейшие агрохолдинги мира давно перестали покупать технику, они берут ее в аренду по подписке. Американская компания John Deere предлагает схему, при которой фермер платит фиксированную сумму в месяц и получает не просто трактор, а полный пакет. Машину, программное обеспечение, техническое обслуживание и круглосуточную поддержку. Если машина ломается в разгар сева, дилер обязан прислать замену в течение 24 часов. Бразильские фермеры, работающие на площадях от 5000 гектаров, полностью перешли на эту модель. Им выгоднее платить за гарантированную работоспособность, чем владеть техникой и нести риски поломок самостоятельно. Главный секрет высокой урожайности на крупных американских фермах не техника, а данные. Каждый трактор и комбайн John Deere с 2015 года автоматически передает телематику на серверы компании, координаты, скорость, расход топлива, глубину обработки, урожайность по каждому квадратному метру поля. К 2023 году компания накопила данные с более чем 170 миллионов гектаров пашни по всему миру. На основе этого массива алгоритм дает каждому фермеру персональные рекомендации по срокам сева, нормам удобрений и оптимальным маршрутам техники. Немецкие фермеры используют технологию Variable Rate Technology. Дифференцированное внесение удобрений. Поле делится на зоны по результатам почвенного анализа, и трактор автоматически меняет норму внесения при переезде из зоны в зону. На участке с бедной почвой сеялка высыпает больше удобрений, на богатом – меньше. Точность переключения между зонами – 2 метра. Немецкое хозяйство Gut Rosenkranz в Баварии внедрило эту технологию в 2018 году и сократило общий расход удобрений на 23% при одновременном росте урожайности на 8%. Канадские фермеры Саскачевана разработали метод уборки, при котором комбайн никогда не разворачивается на краях поля. Поле убирается по спирали от краев к центру, а маршрут рассчитывается программой так, чтобы машина делала только плавные повороты без резких разворотов. Это снижает уплотнение почвы на поворотных полосах на 40% и экономит до 8% топлива за уборку. Метод называется Headland Spiral и сейчас встроен как стандартная функция в навигационные системы нескольких производителей. Австралийские фермеры в зоне засушливого земледелия применяют технологию Strip-Till – полосовую обработку почвы. Вместо того, чтобы пахать все поле, трактор обрабатывает только узкие полосы шириной 25 см точно там, где будут высеяны семена.
Остальная поверхность остается нетронутой и покрытой растительными остатками. Испарение влаги снижается на 30%, расход топлива насеет на 45% по сравнению со сплошной обработкой. В засушливых районах штата Западная Австралия это не агрономический прием, а условия выживания хозяйства. Нидерландские тепличные комплексы используют технику, которую большинство людей не ассоциирует с сельским хозяйством вообще. Автоматизированные тележки на рельсах перемещают горшки с растениями между зонами теплицы в зависимости от стадии роста. Система называется Dutch Bucket и управляется центральным компьютером, который отслеживает каждое растение по индивидуальному коду. Томатный куст за свою жизнь в теплице перемещается 7 раз. Из зоны проращивания в зону вегетации, затем в зону плодоношения. Урожайность томатов в таких комплексах достигает 80 килограммов с квадратного метра в год. В 60 раз больше, чем в открытом грунте. Израильские фермеры первыми в мире применили капельное орошение в промышленных масштабах, и это изменило представление о том, где вообще возможно земледелие. Система Netafim подает воду непосредственно в корневую зону каждого растения через тонкие трубки с капельницами. Расход воды по сравнению с дождеванием снижается на 70%. В пустыне Негев израильские фермеры выращивают перец, помидоры и авокадо на почвах, где годовое количество осадков не превышает 100 мм. Сейчас технология Netafim работает в 110 странах мира на площади более 10 миллионов гектаров. Самый дорогой сельскохозяйственный агрегат в истории был продан в 2022 году на аукционе в американском штате Небраска за $4 200 000. Это был не экспериментальный прототип и не музейный экспонат. Это был рабочий посевной комплекс John Deere с трактором серии 9R620, посевной машиной ExactEmerge шириной 24 ряда и полным набором цифрового оборудования точного земледелия. Покупатель, агрохолдинг из Айовы с площадью пашни 18 тысяч гектаров, оплатил покупку в тот же день банковским переводом. Но это рекорд аукциона. В серийном производстве существуют комплексы дороже. Полностью автономная система точного земледелия на базе трактора Fendt 942 с комплектом навесного оборудования, роботизированной станцией технического обслуживания и программным пакетом управления фермой на 5 лет обходится покупателю в 5 800 000 евро. Станция технического обслуживания – это отдельный модуль размером с железнодорожный контейнер, который самостоятельно заправляет трактор топливом, промывает системы опрыскивания, проводит диагностику и заряжает аккумуляторы вспомогательных систем. Человек нужен только для того, чтобы раз в неделю проверить показания на экране. Тепличный комплекс нидерландской компании Reader для выращивания томатов на площади 1 гектар стоит 12 миллионов евро под ключ. В эту сумму входят климатические системы, автоматизированные транспортные тележки, система капельного орошения с индивидуальным контролем каждого растения, роботы-сборщики и программный комплекс управления микроклиматом. Окупаемость такого комплекса в Нидерландах 8 лет. В странах с дорогими овощами, например, в Японии или Скандинавии, 5 лет. Японская компания Spread управляет вертикальной фермой в Киото, где салат-латук выращивается на 30 уровнях без солнечного света, почвы и ручного труда. Инвестиции в строительство составили $20 миллионов. Роботизированная линия производит 30 тысяч качанов салата в сутки. Каждый качан проходит путь от семени до упакованного продукта за 23 дня без единого прикосновения человека. Себестоимость одного качана на этом предприятии ниже, чем в традиционном тепличном хозяйстве, за счет полного исключения потерь от болезней, вредителей и неурожая. Самый дорогой трактор в серийном производстве на сегодняшний день – это Fendt 942 Vario с полным пакетом цифрового оснащения. Базовая цена – 420 тысяч евро. С опциями – система автономного вождения второго уровня, тяговый контроллер с картами почвенного сопротивления, телескопическая навеска и расширенный пакет телематики. Итоговая сумма превышает 600 тысяч евро. Для сравнения, в России на эти деньги можно купить небольшой торговый центр в региональном городе. Свекловичный комбайн Ropo Tiger 6 в максимальной комплектации с шестирядной жаткой, системой оптической сортировки и расширенным бункером стоит 1 400 000 евро. Немецкий фермер Ганс Мюллер из Баварии, купивший такую машину в 2021 году, окупил ее за 3 сезона за счет того, что убирал свеклу не только для своего хозяйства, но и оказывал услуги уборки 12 соседним фермам. Машина работала по 20 часов в сутки в пиковый период. 4 часа в сутки уходило на техническое обслуживание. Самый дорогостоящий провал в истории сельскохозяйственного машиностроения – проект автономного комбайна компании Harvest Automation стоимостью $40 миллионов инвестиций. Машина должна была убирать клубнику без участия человека. После 5 лет разработки и 3 опытных образцов проект закрыли в 2019 году. Робот не мог отличить спелую ягоду от зеленой в условиях прямого солнечного света с точностью выше 70%. Рабочий сборщик справляется с той же задачей с точностью 98%. Эта история показала, есть операции, где человеческий глаз до сих пор превосходит любую камеру.
1930 году один американский фермер кормил в среднем 9 человек. Сегодня один американский фермер кормит 155 человек. Эта разница, это не результат улучшения почв или изменения климата. Это результат именно тех машин, о которых шла речь на протяжении всего этого рассказа. Вопрос изначально был простым. Что на самом деле работает на полях прямо сейчас? Ответ оказался неожиданным даже для тех, кто следит за агропромышленным сектором. Современная сельскохозяйственная техника – это не улучшенная версия трактора из прошлого века. Это принципиально другой класс машин, который ближе к космической отрасли, чем к традиционному земледелию. Комбайн с системой машинного зрения, анализирующий качество зерна 1000 раз в секунду. Трактор, который пашет точнее хирурга. Рой роботов, координирующих маршруты через общую сеть и обрабатывающих 1000 гектаров без единого человека в поле. Вертикальная ферма в 30 этажей, производящая 30 тысяч качанов салата в сутки без солнца и почвы. К 2030 году, по прогнозам компании McKinsey, доля автономной техники в мировом сельском хозяйстве превысит 40%. Это означает, что меньше чем через 10 лет почти половина полей на планете будет обрабатываться без водителей в кабинах. Уже сегодня в Австралии и Канаде работают хозяйства, где один человек управляет парком из 20 машин через планшет. Самый показательный факт всей этой истории – не цена машин и не их мощность. Самое показательное – это то, что происходит с расходом ресурсов. Точечный робот EcoRobotics снижает расход химикатов на 90%. Система капельного орошения Netafim экономит 70% воды. Дифференцированное внесение удобрений сокращает их расход на 23% при росте урожайности. И кто бы мог подумать, что техника может обрабатывать поля лучше, чем некоторые люди. Если вам интересны такие инновации и истории, как это, загляните на наш сайт whiteori.com. Ссылка в описании. Современные технологии делают сельское хозяйство не только производительнее, но и радикально экономичнее по воздействию на природу. Мировое население к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек. Площадь пахотных земель при этом не увеличится. Скорее наоборот, часть земель будет потеряна из-за деградации почв и изменения климата. Единственный способ прокормить 10 миллиардов – это производить больше еды с той же площади. И именно эту задачу решают машины, которые сегодня выглядят как фантастика, а завтра станут стандартом. Красный трактор из рекламы масла – это музейный экспонат. Настоящее сельское хозяйство 21 века выглядит так. Поле площадью 5000 гектаров, ни одного человека на горизонте и 10 машин, движущихся по идеально выверенным маршрутам под управлением алгоритмов, которые знают состав почвы на каждом квадратном метре, влажность воздуха на высоте 2 метров и точный момент, когда зерно достигло нужной спелости. Это и есть ответ на вопрос о том, что такое современная сельскохозяйственная техника. Не машины для работы в поле, а машины, которые сами и есть поле.